Всем привет, меня зовут Петр, ник в игре Look at Me, я капитан команды Snow. Така — превосходный инициатор сражения, способный нанести большое количество урона по единичной цели и скрыться от атак врагов с помощью невидимости, невосприимчивости к урону и прибавки к скорости, после чего Така готов атаковать снова. Така — это герой более сложный, чем Глейв, и у него есть много нюансов, про которые я вам сейчас расскажу. Врожденным навыком Таки является способность наносить смертельные удары. Они дают 40 единиц базового урона и 25% от силы оружия, а также прибавку к скорости. Вероятность нанести смертельный удар зависит от количества стаков, количество которых отображается в левом нижнем углу. Их максимальное количество 5, и при 5 стаках вероятность нанести смертельный удар равна 100%. Набираются стаки просто. При использовании любой способности дается 1 стак. А при использовании ульты Атака X дается количество стаков, равное уровню прокачки этой способности. Стаки набираются и обычными атаками, но медленно. Проще говоря, стаки дают Таке существенную прибавку к силе атаки, их скорости бега после атаки. И надо стараться всегда иметь 5 стаков. Это поможет и в бою, и при зачистке леса. Стаки пропадают быстро, поэтому надо стараться всегда поддерживать их количество. Чтобы поддержать стаки, необходимо нанести базовую атаку, либо использовать любую способность. Теперь поговорим про способности. Первая способность, которая называется Кайтон, является одной из самых интересных геройских способностей в игре. Она позволяет полностью игнорировать любой урон и негативные эффекты, такие как станы, замедление, горение, пока Така находится в воздухе. При правильном ее применении Така способен блокировать абсолютно все, включая ульты Ринга, Кошки, станы Юли, Кати. В общем, на короткое время у Таки включается режим бога. Возьмите друга и попробуйте сделать, как я, в режиме тренировки, блокировать различные негативные эффекты. Возможно, у вас не будет получаться с первого раза, у меня тоже сначала не получалось, для этого необходима практика. При форсировании Кайтона, то есть при прокачке этой способности на максимальный уровень, не требуется энергии для ее использования, поэтому его форсируем в первую очередь. Кроме того, при форсировании увеличивается урон, что тоже приятно. Но в сражении необходимо использовать Кайтон в первую очередь не для нанесения урона, а для избегания урона самим Такой. В таком случае вы будете выживать значительно дольше. Я обычно берегу Кайтон для какого-нибудь стана, например, Финна или Селесты. Вторая способность Таки называется Каку, которую мы для простоты назовем коробка. Така одевает коробку на голову и становится невидимым для врагов, а также исцеляясь во время невидимости и получая прибавку к скорости. Обнаружить Таку в невидимости можно с помощью ракетниц. Также при получении урона Така выходит из невидимости, поэтому если у противников есть герой, наносящий урон по площади, они могут их произвольно использовать, чтобы найти невидимого Таку. Турели и миньоны способны обнаружить Таку в невидимом состоянии. Когда Така использует коробку, враги, не имеющие ракетниц, в большинстве случаев бегут за ним в том направлении, в каком он бежал до использования коробки. Поэтому самое лучшее использование коробки, если вы убегаете врагов, это показать, что вы бежите в одном направлении, использовать коробку и побежать в совершенно другом направлении. Кроме того, коробку можно использовать и до начала сражения, для того, чтобы незаметно подобраться к самому тонкому кэрри врага и занять лучшую позицию для атаки. Ну и третий способ использования этой способности – воспользоваться прибавкой скорости и догнать врага. Ульта у Таки называется Атака X. Така молниеносно прыгает на жертву и наносит значительный урон, а также наносит смертельные раны, которые снижают лечение на 50% и наносит урон в течение следующих 3 секунд. Именно благодаря Атаке X Така играет роль инициатора в сражении 3 на 3. Така может очень быстро сократить дистанцию до главного кэрри врага, например Скарфа или Селесты, которые предпочитают обычно держаться позади всех. Инициатор – это тот герой, который принимает первый, самый сильный фокус от врагов, после чего он старается выжить, пока второй, основной кэрри в команде союзника, наносит основной урон. Например, Така влетает на Селесту с помощью Атаки X, наносит ей урон, уклоняется от стана Селесты и других атак врага, сбегает в коробку, а в это время Вокс в команде Таки, убедившись, что все про него забыли, влетает с ультой в толпу врагов и делает эйс.
Закупка предметов оружейной в атаке имеет большое количество вариантов, и не существует идеальной сборки на все случаи жизни. Я расскажу вам, как покупаю предметы я, и на чем я основываюсь, принимая решения при их покупке. Для атаки в лесу я считаю лучшим предметом арбалет. Комбинация ульты и арбалета способна отнять более 50% здоровья у тонкого врага в ранней стадии игры, что позволит исключать из игры тонких противников и заставит их собирать защитные предметы, снижая себе атаку. Кроме того, таки нужны предметы на скорость атаки, которые помогают кайтить вокруг своих врагов, избегая их атак. Для кайта чередуйте быстрые этапы по врагу с тапами в ту сторону, в которую хотите пойти, и бегайте вокруг врага таким образом, чтобы он промахивался. Особенно сложно попасть по атаке таким героям, как Скай, Джоуль или Селеста. Следующим после арбалета и сияющей очереди предметом я покупаю защитные предметы, например, фонтан обновления или наплечник Атланта. Так и обязательно нужны защитные итемы, потому что он врывается в самую толпу врагов, либо на заднюю линию команды противников. Затем я собираю предмет на урон, такой как клинок скорби или монокль тирана. Четвертым предметом третьего уровня, если игра затягивается настолько долго, становится переломный момент, либо еще один предмет на защиту, в зависимости от того, насколько хорошо получается выживать в сражениях. Всем спасибо за просмотр. Хотите смотреть полные игры нашей команды в ранговых матчах против других игроков уровня Бог Vainglory? Следите за нашими стримами, все ссылки в описании. Пропустили стрим? Не беда, записи всех игр есть в разделе «Прошлые трансляции». Кстати, совсем скоро будет гайд на Адажу, лидера по итогам голосования 1500 человек в нашей группе. Всем пока.